Ола, амигос! Утро 21 декабря я начал с небольшой прогулки по Арекипе. По плану на знакомство с городом у меня было время до обеда. Арекипа – это второй по величине город в Перу, расположенный на высоте более 2300 метров у подножия спящего вулкана Эль-Мисти. В центре города сохранилось большое количество зданий колониальных времен, построенных из белого вулканического камня. Короче, прозвище Арекипы «Белый город» никак с расизмом не связано. В 1868 году город был практически полностью разрушен землетрясением, но был реконструирован практически в первозданном виде. И с 2000 года исторический центр включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Я остановился в отеле в самом центре города, рядом с Пласа де Армас. Пласа де Армас – это, наверное, как площадь Ленина в СССР, название центральной площади в любом городе. В общем, конечно же, сначала пошел гулять на эту площадь. Оттуда пошел пешком в сторону смотровой площадки Яна-Уара. Это небольшая площадь на возвышенности чуть севернее центра, с видом на город и вулкан Эль-Мисти. Вид оттуда оказался реально хорош. Кстати, один мой друг, смотревший трансляцию прогулки на ютубе, обмолвился, что когда он был в Арекипе, то не смог увидеть вулкан, но попал на землетрясение. Интересно, подумал я и немного погуглил эту тему. Оказалось, что довольно сильное землетрясение было в 2001 году, 7,9 баллов по шкале Рихтера. Нашел сайт с лайв-мониторингом сейсмоактивности, решил проверить историю более-менее сильных землетрясений. Смотрю, последняя сила свыше 6 баллов было вчера. Реально, утром 20 декабря было землетрясение в 90 километрах от города силой 6,2 балла. С эпицентром всего в 10 километрах от руты 109, по которой я сегодня планировал доехать до каньона Колка. По возвращении в отель я спросил у менеджера, как часто их здесь трясет. Ее ответ просто убил. Говорит, что так, чтобы толчки были заметные, трясет 1-2 раза в месяц. Пока гулял, поразили довольно узкие улочки города, шириной порой в одну машину и с очень узкими тротуарами. Также по ходу списался в WhatsApp со Сканио, итальянцем, с которым познакомился вчера около геоглифов Наски. Он путешествует на мото из США до Ушуаи, постепенно проезжая все страны с севера на юг. Он тоже ехал в Арекипу, так что договорились с ним поболтать за чашкой чая, кофе на бранче. Кстати, здесь интересно устроены некоторые рестораны. Фасады домов вроде небольшие, с узкой невзрачной входной дверью. Но заглядываешь внутрь, а там большой внутренний двор, причем порой довольно интересно оформленный. И со столиками на свежем воздухе. В один такой мы и заскочили. Ближе к часу дня я отправился дальше в дорогу. Сначала заехал в супермаркет, закупился водой и перекусом. И заодно оценил трафик и культуру вождения в центре города. Нихуя себе, блядь. Затем заехал в Рута дель Силар, относительно новую достопримечательность Арекипы на севере города. Силар – это белый вулканический камень, мягкий, легкий и пористый материал. Иногда желтоватый или розоватый из-за примесей других минералов. А Рута дель Силар – это, так скажем, улица через каменоломни, по сторонам которой выставлено множество скульптур, сделанных из Силара. Скульптуры самой разной тематики и размеров. Люди, животные и даже целые композиции. Мне больше всего понравились, как я их для себя определил, храм в Петре и Иордании с Индианой Джонсом и пещера чудес из Аладдина. А еще понравились гетто-районы, через которые я выбирался от Рута дель Силар на шоссе. Очередной красивый серпантин с медленной процессией за грузовиками, и вот я наконец-то выехал на Руту 109, которая ведет к западной части каньона Колка.
Там, в городе Кабанаконде, у меня был забронирован отель. Я рассчитывал, что по пути заеду на одну смотровую площадку точно к закату, но Google навигатор соврал. Там оказался участок гравийки 120 километров, который я понял, что пройду часа на 2 дольше, чем он предсказывал. Поняв, что к закату на нужную точку я не успею, я расслабился и стал получать удовольствие от пейзажей вокруг. А посмотреть там было на что. Дорога шла серпантином через абсолютно безлюдные холмы и горы. За несколько часов пути я встретил всего 5 машин. И всю дорогу меня сопровождала интересная цветовая гамма. Горы сначала были почти белыми, потом перед закатом стали сочно-желтыми, а с заходом солнца в гамму добавились красный и синий цвета. Это было невероятно красиво. Жаль только, что вторую половину пути я ехал уже в полной темноте. Отжиг по грунтовке в горах в ночи. Что может быть интереснее? Оказалось, что может. Кабанаконда – это маленький городок, менее 3000 человек, с очень узкими улочками. Когда я спрашивал на букинге про парковку, мне ответили, что надо подъехать сначала к отелю, а потом они покажут, куда запарковать авто. И вот я подъезжаю к отелю в половине 10-го ночи, выхожу из машины и иду в отель спросить, куда парковаться. А у машины была одна фича – автозакрытие замков дверей. И вот не успела спросить, где парковка, как слышу щелк, и машина закрыта с ключами в замке зажигания и заодно со всеми моими вещами внутри. Я в шоке, менеджер отеля тоже, кстати, очень приятный дедок оказался. Повезло еще, что телефон и кошелек были в карманах. Дальше была целая история на 2 часа, переписки, созвонов с арендодателем и другом менеджера отеля. В итоге решили, что будем ждать одного местного спеца, который должен был вернуться в Кабанаконде утром. В полночь я пошел спать и не сказал бы, что сон был спокойным.